Итак, парни, всех приветствую на своем канале. Смотрите, сделал обзор Freightliner Finish. Смотрите в этой серии. Вторая часть, как мы меняем редуктора, тесты, заезды. Freightliner синенький, который делали под 50 тонн, под перегруз, готовили эту машину. То есть я покажу в этой серии, что первая часть будет тоже, как что делали на машине, какой объем работы делать на машинах. В общем, смотрите, друзья, много нового, много проверок, показываю, как мы работаем, какие работы выполняем. Все, друзья мои, не болейте, приятного просмотра, всем пока. Так, друзья, идем дальше, показываем замены редукторов, убиваем два зайца, парни. Вот он, Freightliner, я его продал полгода тому назад, чуть больше, а человеку эти редуктора тяговые. А этому, наоборот, скоростные. Смотри, сейчас буду ставить наоборот, показываю передатку. Их меняем местами. Смотрите, здесь, видите, зубья 43/12, редуктора 358. Этот белый, на белом парень ездит дальнобой. Ему тяговые, не нужны у него большие обороты. Я еще когда ролик снимал этой машины белого, я говорил, что редуктора буду менять, но пока поехал так, говорит, попробуем, если вдруг что поменяем. Вот в прошлое время меняем. Вот 43/12, здесь 358 редуктора. Это средние такие, знаете, ну ближе тоже они как бы считаются тяговые. А сюда будем ставить, где бы у нас под 50 тонн будет грузы возить. Сейчас покажу с этой машины редуктора. Здесь редуктора, передаточное число 37,9, видите? Это 4,11. Вот это тяговые редуктора. Вот эти редуктора мы будем ставить сюда, так как эта машина у нас подтяжелая. А те редуктора егошние будем ставить вот на этого белого красавца, который когда-то был синим. Будем ставить эти сюда, так как ему перегруз не возит. Работа он по России. Вот так работает, дальнобой у него. И все, подбираем так передатку. Все, идем вперед. Работа продолжается. Два зайца сразу убиваем. И этому будет хорошо. И вот этому Фреду будет хорошо. Все, друзья, идем дальше. Итак, парни, смотрите. Сейчас сниму этот. Вот так. Вот смотрите, 3,9, который 4,11 редуктора, где 37/9. Смотрите, какой толстый зуб. У него какие зубья толстые, смотрите. Проверяем люфты перед установкой редукторов. 3 десятки, видите? Вот так вот, смотрите. Насколько этот редуктор мощнее того, видите? Под тяжелое сделаны. То есть там было 43, представьте, зуба. То есть разделана эта окружность на 43 зуба, а это на 37. И какой зуб толстый получается? Усиленный. Все, идем дальше. Хотел показать для зрителя, смотрите, насколько разница между тяговыми редукторами и беговыми. Какие толщина зуба, смотрите. Вот он, зуб, который беговой, более. Вот он, зуб, который тяговый, смотрите. Итак, обратите внимание на его внешний вид, какой он был до ремонта. Это вам для сравнения. Так, всем добрый день. Я приветствую всех подписчиков и гостей канала. Делаю обзор автомобиля Freightliner Columbia 2004 года, мотор Detroit 14. Это вот тот автомобиль, который мы делали под перегруз в республику Ингушетия. Может быть, помните, это был ролик, и ремонта я выкладывал. И это тот автомобиль, который я разгонял 150 км в час. Он был, скажем, скоростной автомобиль этот. Мы, конечно, из него сделали тягового, потому что под перегруз такая трансмиссия вообще как бы
неуместно, скажем так. Давайте сейчас покажу. Сейчас внешне по кругу пройдем, как он получился у нас на финише. Потом пойду чуть поэтапно буду рассказывать, то есть что делали мы конкретно под перегруз, чтобы машина ездила. Есть ремонт этой машины в ютубе, я приложу в описании. Такие диодные фонари поставил ему новые, как всегда, брызговики. Так, смотрите, вот такой у него вид. Что мы сделали по губам, хейтеры, сразу говорю вам. Смотрите, покрасили капот, уголки и бампер. Кабину просто отполировали, получилось вообще классно. Смотрится он офигенно, цвет у него очень красивый. Мне он очень нравится. Машина мне нравится, знаете, чем? Ну, приближена она к заводу. То есть она вот максимально как по заводскому была. Вот так мы его примерно и сделали, да. То есть, ну, опять же, от завода, конечно, очень далеко, но приблизили максимально. Что я могу сказать? Видите, аккумуляторы у него сбоку по заводу стоят. Резина новая сзади вся полностью. Так, что мы сделали на этой машине под их работу, то есть не принципиально, прям под их работу, чтобы она работала, даже сказала, тяжелая. Сейчас покажу. Я в ролике тоже вложу, как мы меняли редуктора. Смотрите, поменяли мы ему рессоры. Видели, поставили двухлистовые, новые сайлентблоки запрессовали, как видите. То есть, вот видите, двойные рессоры стоят все. То есть это рессора 2 листа, грубо говоря. Она, конечно же, под перегруз и посредством самое то. Один лист он был ломал. Один был лист сломался. А здесь уже усилили. Все, конечно, амортизаторы, конечно, ему новые это ставил, потому что под перегруз амортизаторы все должны работать идеально, потому что он будет ломать все равно рессору. Потом, что мы еще сделали? Смотрите, на фредлайнерах есть такая болезнь, кто с перегрузом работает, у них сводят подушки друг с другу, поняли, да? То есть они сходятся. Вы сейчас они стоят, видите, они стоят сейчас ровно, видите, подушки относительно, видите, друг друга. Вот видите, ровно, просто стаканы разные, один алюминиевый, один железный. А вот это мы поставили, видите, между ними, то есть, получается, подушки друг к другу не сходятся, типа как на Вольве, знаете, сделано. То есть, и там тоже самое, видите, между подушками стоит перемычка, грубо говоря. Я ее сам разработал, то есть, мы ее уперли, покажу, мы ее уперли, видите, прям в саму рессору. Вот если видите, вот он упор у меня идет чисто в рессору. С этой стороны и с той стороны то же самое. То есть, я сделал так, что эта перемычка, она на палец, на сам болт. То есть вот на эту гайку вообще нагрузки не дает. То есть видите, то есть вот эта шпилька, она вообще как бы, ну, там дырка большая, намного больше, чем эта шпилька. То есть упор идет на сами рессоры непосредственно. И поэтому, то есть он рессоры не будет сводить и, соответственно, не будет там выворачивать подушки, как болезни. Под перегрузом приезжают ко мне, подушки там боком стоят, стаканы вываливаются. Сейчас мы эту болезнь сразу убрали. Потом поставили здесь самое основное. Парни, вот кстати, здесь карданы стоят более-менее нормально, видите, как закручиваются. Поменяли мы редуктора. То есть просняли, проверили, люфты проверили. Ну, в ролике будет все. В ролике все будет. Редуктора поставили мы 4.11. Поставили более тяговые. Это самые тяговые редуктора, которые я встречал на американских тягачах. То есть именно на сидельных тягачах. То есть передатка самая у него получается тяговая получилась. По редукторам. Коробка беговая, редуктора самые тяговые. Машина получилась, сейчас едет. Чтобы безболезненно, это она ездит на максимум 90 км в час. Скажу так, 90 это 1500. Получается, да, где-то 90-1500 по оборотам. Поменяли лобовое цельное, поставили. Так, что еще мы на нем сделали? Это вот такой вот из основного. Так, ну, видите, в ролике там будет увидеть, что меняли переднюю балку полностью, чтобы снимали заднюю плиту, проверяли коробку, редуктора проверяли. Все это увидеть будете, в ролике будет написано, что мотор собрали мы, в принципе, все на оригинале, тоже в ролике все это будет. Все это дизель поставили, как всегда. Мотор собирал сам. Сейчас я покажу, как он работает. Так что оцените наши машины, как они получаются. Дальше каждая машина, вообще, мне кажется, мы чем дальше, тем прям прогрессируем очень сильно. Хейтеры, не завидуйте, все нормально у меня. Так что вот так.
Вообще классный. И цвет мне очень нравится на самом деле. И смотрится офигенно. Вот так вот. Сейчас я заведу, покажу салон. Кстати, из химчистки. Химчистку сделали уже салона. Салон, в принципе, ролик есть. Вот он, салон у него. В прошлых видео салон есть, как я его гнал, когда. Я туда заходить не буду. Вот такой вот салон у него. Такой новый матрас. Это хозяин, кстати, тут оставил нам новый матрас. Это не нам, а получается новому клиенту. Вообще классно смотрится. И ковер такой красивый. Так. Такая у него панель. Видите, сколько снимаю, воздух держит. Утечку устранили, он шипел прям по салону очень сильно. Кстати, забери там, хочу передать привет хозяину бывшему этой машины, забери Платон. Он тоже звонил, спрашивал у меня, Платон, хочу забрать. В общем, вот такой вот салон. Салон, вот, честно говоря, очень классный, машина едет классно. Чехлы, видите, лопнутые эти, но чехлы его постираны, вот они лежат. Чехлы натянем обратно, его родные, просто не постираны. Такой вот. Видите, руль у него стоит уже Фредлайнер, но руль как на Интере. Сейчас заведу, покажу, как он работает. В общем, прикольная машина. Мне, знаете, главное, чтобы был клиент доволен, да, самое главное. Так, вот сейчас у него давление. У него функция такая, видите, что газуешь, а он не газует. Сейчас ручника снимаю. Хотя там можно все, конечно, убрать элементарно. Так, что с камерой? Вот. Такое давление у него, мотор уже чуть прогретый, видите, обороты упали. Сейчас я покажу мотор под капотом. Отполировалась эта кабина, смотрите, как она блестит. Вообще классно стало. Так, мотор делали мы на месте, не снимая его. Так он работает, смотрите. Конечно, мотор можно было бы покрасить, но ничего страшного. По сапуну, да, хотел показать. Вот он, сапун, смотрите. Зарисовано, видите? Вообще ничего нету. Ну как вам этот автомобиль получился, парни? Оцените его, пишите комментарии. Кому нравится, кому что-то не нравится. Ну я уже не буду говорить, что тут колодки, это само собой, что тут защиты все поставили. Колодки перебрали, это уже об этом даже не говорю. Ну, не хочу говорить. Вот они, смотрите. Защиты все стоят. Вполне достойный автомобиль, честно. Под 50 тонн, я думаю, спокойно будет работать. Ну, дорога покажет, что могу сказать. Классно он смотрится. Проверили все на машине, честно. Проверили все. Здесь на этой машине нет ни того места, где мы
где мы не лазили, честно. Вот везде. Мотор, все проверяли, коробку снимали. Все проверили абсолютно. Поэтому как бы в машине более-менее уверен. Конечно, это железо, но все равно. Я проверил все. Внутри меня я знаю, что я сделал все. Вот так вот. Ну все, парни, вот такой вот Фредик. Я сделаю заезд, покажу, как он ведет себя на оборотах. То есть какие обороты были, какие стали. Вам все продемонстрирую. Как он тянет. Все, сделаем заезды парочку и в путь. Вот такой вот автомобиль. Все, друзья, идем дальше. Не болейте, самое главное. Остальное все мелочи жизни. Ну все, парни, кому нравится, кому нет нашей работы, смотрите сами. Ну, работа проделана колоссальная, что могу сказать? Работа сделана колоссальная, очень много. Всю машину сделали, реально. Вот мотор, балка, там, не повторюсь, еще раз буду повторяться, парни. Все, что в голову вот вспоминаю, реально. Там тормоза, валы, все, редуктора, там, коробку снимали, кстати, плиту снимали, перезаднюю плиту, где двигатель стоит. Все на сальник задних коридор меняли, все, там плиту на герметик сажали Victor Race. Делали все этой машине, то есть абсолютно. Сцепление меняли, то есть все. Ревизию сделали всей машине. В ролике, кому надо, я ссылку скину, весь ремонт, посмотрите этой машины. Что на нем делается. Вот смотри, как он чисто работает вообще. Он очень чисто работает, очень. Так что, ну все, парни, сейчас поедем на химчистку салона. Салон химчистят, потом я еще ролик сниму и покажу. Все, друзья, идем дальше. Вот такой вот автомобиль, очень красивый, в достойном техническом состоянии. Цена машины тоже где-то, ну, точно не буду говорить, но вот сейчас такая цена этой машины будет в районе 2 миллионов рублей. Вот такой автомобиль получили, то есть гарантия на полгода. Что я могу сказать? Вот такой вот автомобиль получает клиент у нас. Все, друзья, идем дальше. Всем пока, не болейте. Так, парни, делаем диагностику перед отдачей. Сейчас тесты свои сделаю. Колумбия. Смотри, как заблестело. Смотрите, отполировали. Так, смотрите. Я сейчас в настройках. Показываем вот так вот. Смотрите. Видите, сейчас ладно, начну с нуля. Вот видите, ошибок у него нет. Видите, написано no-код. Активных ошибок нет. Здесь ошибок нет. Сейчас я сделаем настройку ему. Видите, я же прописал, поменял, получается, редуктора. Видите, здесь были редуктора 3.58. Мы сейчас это изменим на... Я поставил редуктора 4.11. 4.11. Так. Чем выше, объясню для людей, чем выше вот это вот число, тем машина более тяговая, это редукторов. Коробка, видите, 0.74, это цешка на выходе, то есть беговая получается. Так, прописываем сюда эти редуктора. Так, 6, 2, 3, 4. Сейчас мы это все настроим, чтобы себиметр правильно работал. Сейчас мы пропишем их. Заедем на гору с диагностикой, посмотрим, как она себя ведет. И все, проверим, какие обороты, как он ведет себя, как он едет, как он заезжает, сколько дует турбина. Я сейчас все проверю. Вы знаете, честно говоря, рано сейчас говорить о, грубо говоря, тяге, потому что мотор только собранный. Так, сейчас посмотрим, пока грузится. А так, конечно, машина в аккурате. Сейчас будем делать свои тесты, как всегда, и все будет работать. Все, видите, прописалось. Теперь 4 редуктора у него, 4.11. Все, друзья, поедем, сейчас будем заезжать, идем дальше. Итак, парни, смотрим, корректируем спидометр по навигатору, вот сравниваю. Сейчас у нас тут 65, вот 63, здесь 60. Давайте сейчас я вот так сделаю.
я так и оставлю его. Да, все нормально. Итак, парни, я всех приветствую, смотрите. Делаем сейчас заезд, вот он Freightliner. Freightliner Columbia, вот это вот, 64 года. Под перегруз, что мы готовим. Сейчас я на нем буду делать заезд, будем проверять его на гору, будем его тестировать, как он себя будет вести, этот автомобиль на гору. Спидометр я уже откорректировал ему, если спидометр совпадает с навигатором. Сейчас поедем на нем кататься. Так что сейчас я, наверное, знаете, я еще холостые ему, наверное, подниму. Я приеду, потом расскажу, почему. Ну все, парни, поехали. Так, парни, смотрите, еду. Вот, подкорректировал я ему спидометр. Вот они параметры, его на двух турбины, смотрите, вот 16, видите, вот это окошечко, смотрите внимательно. Сейчас я буду делать заезд на гору. Я вам покажу сейчас обороты, которые у него, то есть сейчас. Покажу, которые как были, какие обороты на такой скорости, и какие обороты сейчас. Тут рыбаки рыбачат. Так, смотрите. Сейчас покажу вам обороты на 1500, сколько он едет километров в час. То есть больше 1500 я не рекомендую вообще ездить на машине, в смысле, если выход на трассу, 1500 это все. Получается, вот 1500 у него 92, 93. 90. Вот, видите, 1400 обороты, 1480, и скорость у него 92. Видите, вот 1593, вот. То есть больше, вот больше 90 на этой машине ездить, то есть нельзя. Я, наверное, даже завяжу эту машину, то есть ограничение скорости сделаю, чтобы они не ложили тафометр, пока машина будет на гарантии, чтобы они этого не делали. Сейчас покажу, найду в турбину на гору и подниму холостые, как я сказал, 600 оборотов, с перегрузом они будут трогаться. Я приеду, расскажу, почему мы это сделаем. Сейчас мы заедем на гору. У нас сегодня хорошая погода. Можно тесты всякие делать. Спокойно. Так что вот так, смотрите. Сейчас я до середины горы доеду. Чуть прибьем машину. Так, газ бросаем, смотрим. Это 70 сделаем. Так. Трогаемся вот 75. 75. Метро 0,75. На горе. Надувает 1,9. 1,9 вот на гору, 1,9 надувает спокойно. Это выехали 75, на горе 110. А, не 100. 101 было. В принципе, я набрал, получается, 25 км в час на гору. Надувает 1,9. Все в идеале, парни. Все как должно быть. Это мне самому нравится. Сейчас я подниму обороты, объясню пока почему. У него холостые 600. Он трогается, на Америке всегда трогаться надо без сцепления, парни. Кто не знает, может быть, я не знаю. То есть, когда первую включаешь, то есть сцепление не надо выжимать американцам. Ой, газ не надо давать. То есть выжил сцепление, включил первую, все, сцепление бросаешь, потом только газуешь. У него здесь 600 оборотов. Он груженный, когда будет трогаться, ему 600 будет очень тяжело, да, то есть с низов. Я сейчас ему сделаю 620, может 625 или 630 даже сделаю. Хуже не будет, парни. 630 вот ему оборотов, холостых троганий. То есть будет маленький запас, понимаете. Так что я как бы в этом плане чуть перестрахуюсь. Поэтому вот так вот. Тоннажи не маленькие, поэтому машину готовим. Поэтому надо сделать все грамотно, чтобы все настроилось. И все, чтобы было нормально. Сейчас я покажу, как будут обороты буду поднимать ему. Вот видите, вот на перекрестке выступаю. Видите, 600 оборотов, видите? Все, парни, идем дальше. Это видео из архива. Обратите внимание на его обороты и на скорость. У него на 1500 было 112 км в час раньше. Сейчас у него 1500 до 90. Так, дорога
причине все сняты. Ну все, друзья, едем дальше. Все для вас, друзья мои, честно. Все, чтобы вы видели и радовались. Так, парни, сейчас я подниму ему обороты. Так, чтобы он у нас... Видите? Так. Сейчас мы здесь сделаем 30, да? Пускай будет 630 на холостых. Потому что он с перегрузом, парни, поэтому надо это делать, понимаете? Потому что он трогание будет для него тяжелым с холостых 50 тонн, не газуя. Так что вот так, сейчас мы попробуем его, покажу вам, заведу. Сейчас загрузится. Да давай уже быстрее. Пока покажу вам салон, может, еще раз. Пока он грузит. Хорошая Колумбия. Мне нравится, как он едет и тянет нормально. В принципе, достойный автомобиль. Все. Так. Теперь 630. Сейчас заводим его. Ага. Все. Вот она, видите, гуляет. Когда видите, вот. Это уже другое дело, видите, холостые стали. Все, друзья, идем дальше, все нормально. Настройка продолжается. Теперь первая часть ремонта этого автомобиля. Кто, может быть, не видел видео ремонта, если я также ссылку приложу в описании, можете посмотреть. Я вкратце сделал первую часть. Кратенько, чтобы было примерно понятно, что на машине делалось. Все, друзья, всем приятного просмотра, не болейте. Всем добрый день, я приветствую своих подписчиков и гостей канала. Видео делаем непосредственно для самого покупателя. Хочу показать, что ставим на эту машину. Что сделаем с мотором, что сделали с мотором. Вот они гильзы, они готовы уже к установке. Гильзы оригинальные, абсолютно все. Вот его коробочку покажу. Видите, USA написано, US. И вот они, кольца его оригинальные. Тоже Detroit дизель стоят. Тоже US. Это оригинально. Оригинальные вкладыши сюда буду ставить, как всегда. Собираю оригиналом. Сейчас покажу. Так, друзья, вот еще вкладыши ставим. Смотрите, тоже Detroit дизель оригинальный. Смотрите, стояли на этой машине вкладыши коренные. Вот меняем коренные вкладыши. Вообще стояли разного года, разного производителя. Смотрите, видите. Итак, вот наша Колумбия. Голубенькая. Смотрите. Вот уже гильзы все вставили. Всем добрый день. Вот она Колумбия. Видеоотчет для самого непосредственного клиента. Смотрите. Сальники новые поставили. Поставили защиты. Валы все проточены. Не болтаются трещотки. Также с этой стороны абсолютно все 4 сальника новых. Защиты. Валы. Трещотки, все тут перебрали. Также здесь смотрите, что было сломано. Кронштейн. Кронштейн, вот он здесь, он должен стоять. В общем, ну вы поняли, кронштейн амортизатора. Он тоже сломан, будем его менять. Амортизатор. Итак, видеоотчет ремонта Freightliner Columbia. Смотрите. Проверяем шкварня.
Я уже, видите, низ тоже как ходит, смотрите. Так. Голубенький фредлайнер, балки. Балка здесь выехала. Точнее, вытащили, если кроме шуток. Все. Сейчас будем ставить другую балку. Сейчас проверим сразу сайлентблоки. Амортизатор поменяем с переднего, не может мокрый. И все. И вот здесь другая балка. Колумбия заказана. Уезжает у нас в Ингушетию. Тоже поменяли мы балку, другую поставили абсолютно. Та балка, помните, да, как болталась? То есть, стулки тут все сделали. Уже балка другая, амортизатор поменяли. Друзья, я тут, конечно, все уже промерил на самом деле, но для вас я покажу, что и для самого хозяина непосредственно. Кстати, вот его старая гильза. Не видите, насколько она съедена, как глубоко. Детройт 14, стенка тонкая, она проезд моментальный его, то есть. Сейчас покажу вам также для самого хозяина и для зрителя непосредственно выступ гильзы. Ну, сейчас вот так вот. Так, смотрите, на нуле стоит. Заводим. Так, заводим на гильзу. И получается у нас 7 соток. Вот так вот. Еще раз покажу. Вот он 0. Ходим на гильзу. 7 соток в плюсе. Все. Все как должно быть. Так, делаю обзор головки для клиента. Головка готова к установке. Головка фрезерована полностью. Отфрезеровали ее. Видите? То есть для клиента головка еще, то есть может фрезероваться. Видите, у нее как бортик. Так, всем добрый день. Вот собираем мотор. Вот она, синяя Колумбия. Хотел обратить внимание, знаете, на что? Вот они шайбы на болтах. Видите, болты, головки. Вообще в идеале их ставят всегда новые. Но их никто не ставит. В смысле ходят, все нормально. Обратите внимание вот на эти шайбы, которые стоят под болтами. Смотрите. Вот смотрите, вот так покажу, чтобы было видно. Видите, воронка большая. Здесь она маленькая. Сейчас покажу еще вот так вот, может лучше. Вот видите, вот тут воронка маленькая. Видите? А здесь воронка, видите, какая большая. Вот так вот. Вот ставятся эти шайбы, видите, вот так еще лучше виднее. Тут большая, здесь маленькая. Вот ставится большая воронка. Кстати, на бугелях, на коренных то же самое. Тоже обращайте внимание. Потому что здесь в данный момент я сейчас просто смотрю. Тут предыдущий хозяин вообще просто в разнобой. Шайба одна так стоит, вторая одного так стоит, одного так стоит. В общем, на это никто не обращает внимания. Он ставится вот так, видите, вот этим большой воронкой. Вот так к болту. А плоской стороной более головки. Вот так, то есть, видите, еще раз, видите, большая воронка. Она ставится вот сюда вот. А плоской головки. Ну все, друзья, идем дальше. Итак, делаю обзор этого синенькой Колумбии. Видите, вот она. Смотрите, сняли заднюю плиту. Уже почти на каждой машине снимаем. Здесь у него текло, прям потеки были по задней плите, видите? Двигатель весь в масле. То есть плита гнала. Также, соответственно, поменяем ему сальник. Это вообще само собой. Еще, смотрите, видите, подушки. Подушкам все. Подушки умерли. Будем их менять. Видите? Подушки порваны. Все, вот такой обзор. Идем дальше. Ремонт машины продолжается. Вроде машина приехала своим ходом. Кстати, еще что заметили? На коробке вот здесь стоит тормозок. Видите? Он разборный. Вот эти, друзья, никогда не ставьте эти тормозки. Никогда. Вот эти беспонтовые, эти усики сломаны. Он должен одеваться, он должен здесь на валу плотно, видите? Он должен заходить, вот она, полоска. А он здесь просто вот крутится, его надо менять. Так, идем дальше. Вот он, синий, голубенький наш Фредик. Смотрите, видите?
Сцепление тоже будет под замену. Объясню почему. Пружинки-то на месте. Но вот это вот. Видите? Видите? Гуляет все. Видите? И здесь такая же история вот с этими дисками. Пружинками. Видите, внутри тоже самое, видите? Людям под перегруз это сцепление просто вылетит моментально. Будем другое ставить сцепление. Все, идем дальше. Так, вот он, фредлайнер. Ставим вот это сцепление. Вообще пружинки стоят плотно. Пружинки двойные, видите, внутри под перегруз. Специально ставим. Пружинки в пружинка, видите? Это специально. Убери этот диск, тоже покажем. Здесь то же самое, видите, пружинка в пружинке. Пружинки стоят очень плотно. В общем, целом хорошее сцепление, усиленное. Ну все. Так, парни, показываю, какой тормозок я ставлю обычно на американской тягаче. Вот такой вот тормозок. Разборный, итоновский. Тут, помните, был, который как навесом. Сейчас я тоже покажу его. Видите, USA написано. Вот такой разборный, ходит, в принципе, итоновский. Нормально, ничего не срывает, ничего. А вот у этих, вот этот, парни, тормозок не надо ставить. Вообще сыромятин, вот эти усики всегда у них срывает. Не ставьте их. Еще и толщеный поставили почему-то, непонятно. Итак, друзья, все, собираем синенького Фреда. Вот сняли плиту, поменяли сальник задний, поменяли подушки. Обе. Ну все, идем дальше. Так, друзья, показываю вам первый запуск автомобиля. Это как Columbia. Заказан автомобиль. Тоже полностью мы его перебирали. Двигатель перебирали. Сейчас покажу его первый запуск. Уже как по традиции. Все, давай, что, запускай. Так. Вот так, смотрите, как это все творит здесь. Давление, обороты. Здесь на этом фредлайнере стоит функция. Вот покажу, смотрите. Видите, он не газует. Видите, газулька неактивна. Сейчас снимаю с ручника. Так, сейчас. Вот такая у него функция стоит. По салону, конечно, очень красиво. Видите? Ну все, вот такая вот сборка мотора. Вот такой первый запуск. Идем дальше.